Всем привет! Меня зовут Юлия, и сегодня я расскажу об акварельной бумаге, на которой я писала этот натюрморт. Бумага итальянской фирмы Fabriano мне нравится, и я часто беру ее для работы. И это четвертый вид акварельной бумаги, которую я пробую, и рисовала я на ней впервые. Выглядит обложка вот таким образом. Называется бумага Blocco per Artisti. Плотность у нее 300 граммов на метр квадратный, и в составе у нее 50% хлопка. Бумага холодного прессования, имеет среднее зерно, но, на мой взгляд, зерно достаточно мелкое и имеет некоторое направление, отпечаток ткани или чего-то подобного. Я бы не сказала, что бумага белоснежно-белая, нет, она желтоватая. В работе мне это не мешало, и само зерно мне также не мешало. На готовом натюрморте его практически незаметно. Поскольку в составе бумаги 50% хлопка и 50% целлюлозы, качество этой бумаги сочетают в себе и плюсы, и минусы, и хлопка, и целлюлозы. Главный плюс целлюлозы для меня в том, что эта бумага очень хорошо сохраняет цвет. Вы видите, какие яркие получились у меня груши. А пишу я обычно акварелью «Белые ночи» от Невской палитры. На мой взгляд, это очень важное качество, потому что часто чистый стопроцентный хлопок очень сильно глушит цвет. Мне это не очень нравится и не всегда подходит для какой-то конкретной задумки. Но плюс хлопка в том, что эта бумага очень хорошо держит краску. Даже очень похоже было по своим свойствам на стопроцентный хлопок. Первые несколько слоев краски впитываются в бумагу очень хорошо. Обычно я делаю 3, 5, ну может быть 7 слоев для такого рода живописи и даже для ботанической живописи тоже. Мне было вполне удобно работать. Однако для меня большой плюс бумаги всегда бывает в том, что я могу немножечко смыть излишки краски. Здесь этого сделать нельзя. Если только уже на очень плотных вот таких темных слоях краски, да, можно слегка смыть, но это можно сделать и на стопроцентном хлопке. А в остальном мне было очень сложно сохранить белый цвет бумаги, и в дальнейшем исправить недочеты очень тяжело. Я применяла разные приемы, чтобы удалить краску, и многому научилась, конечно, пока писала этот натюрморт. Если посмотреть на просвет, видно, как глубоко впитывается пигмент в слои бумаги. И поэтому, если вы когда-либо будете писать акварелью на этом сорте бумаги, будьте, пожалуйста, очень осторожны, берегите белый цвет. Также очень большой минус этой бумаги в том, что она коробится на маленьких таких площадях. Это не так заметно и не очень мешает в работе. Обычно я пишу акварелью и не закрепляю бумагу, не натягиваю ее, выпрямляю ее впоследствии уже готовую работу. Но для этой бумаги, конечно же, мне было неудобно. Я выпрямляла ее несколько раз. При заливке каких-то больших таких площадей ее очень сильно ведет, и работать без натяжки практически невозможно. Поэтому я задумалась о том, чтобы для дальнейших работ каким-то образом натягивать бумагу, чтобы мне было удобно. После завершения работы над натюрмортом я все же смогла его выпрямить. Получилось вполне неплохо. Если вам интересно узнать о том, как я выпрямляю акварельную бумагу, я оставлю в описании ссылки на 2 урока. Подводя итоги, я скажу, что бумага мне понравилась. Этот натюрморт я писала больше 50 часов, приспособилась к ее особенностям, буду писать на ней и дальше. Но я не могу рекомендовать ее для начинающих художников, поскольку вам будет слишком сложно работать. Все-таки это бумага для более опытных художников.
Если вам интересно посмотреть обзоры на какие-либо другие сорта бумаги, Фабриано или какой-то другой, пожалуйста, пишите в комментариях, я постараюсь снять подобные видео. Я надеюсь, что этот обзор был вам полезен, и спасибо вам за внимание, успехов в творчестве и всем пока!